Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Пару сезонов назад публика встретила искренними аплодисментами возвращение бренда Альтузара в родные пенаты. В погоне за большей известностью на международной арене основатель марки и ведущий дизайнер несколько лет предпочитал проводить модные шоу в Париже. Но сегодня с не меньшим успехом представил коллекцию «Осень-зима 2023-2024» на неделе моды в Нью-Йорке. Презентация состоялась в просторном помещении публичной библиотеки, где организаторы шоу постарались создать для собравшихся на показе зрителей особую мистическую атмосферу происходящего. Они намеренно сохранили полумрак, будто в зале горят свечи. В комментариях к модному действу Джозеф Альтузара отметил: «Я хотел, чтобы это было похоже на исследование воображения. Сейчас все основано на страшных реальных вещах. Я старался уравновесить это чем-то неземным. Мне хотелось чего-то действительно необузданного, пышного, волнующего». Со своей стороны, друзья, скажу, у дизайнера получилось создать необычную, очень эмоциональную коллекцию, где модные образы вызывают искренний восторг, как от неожиданного приятного сюрприза. И да, многое, возможно, так и останется яркой вспышкой на подиуме. Но кое-что из трендовых элементов, я думаю, не помешает нам взять на заметку. Сейчас я попробую выделить самые знаковые детали, а вы, мои дорогие зрители, всегда сможете поделиться своим впечатлением от новой коллекции в комментариях. Начиная буквально с первого стильного ансамбля, заметно, как виртуозно работает Джозеф с цветовой палитрой и сочными принтами, не в первый раз отдавая предпочтение сложному узору тай-дай. В этих рисунках поселилась настоящая мистика, ведь к созданию некоторых вдохновением послужила одна из идей оракулов – чтение и пророчество по чайным листьям. Не менее прекрасно были выполнены вещи с градиентным переходом теплых природных оттенков. Они гармонично расположились не только на платьях и тренчах, но и на обуви. Многие дизайнеры, даже невзирая на холодный сезон, продолжают делать ставку на прозрачность. Альтузара эту тему затронул весьма деликатно. В линейку решено было включить несколько нарядов в пол с едва заметным проявлением тренда, но зато с очаровательным декоративным сопровождением в форме вьющихся веточек с листьями. При просмотре видеоряда, друзья, вы точно уже обратили внимание на одежду с пушистым мехом на плечах. Правда, мне не совсем понятно, декор это или объемный теплый капюшон, который можно накинуть на голову. В коллекции он сопровождает парки, яркие пуховики, шерстяное пальто даффелкот в глубоком темно-лиловом и целую серию финальных образов, где дизайнеру удалось представить верхнюю одежду в виде роскошных вечерних нарядов. Это очень эффектно, поэтому не переключайтесь и досмотрите ролик до конца, где модели вышли на подиум в шелковистых струящихся макси, накинув сверху, словно королевскую мантию, куртку, плащ или пальто. Отдельным блоком новой линейки выделяются монохромные луки, и здесь мне тоже хотелось бы отметить пару интересных моментов. Например, драпировка, которая даже брутальную кожу превращает в изящные элегантные ансамбли, сшитые словно из тонкой летящей ткани, а не из плотного материала. Величественно выглядят и однотонные платья. В них модели напоминали богинь из древнегреческой мифологии или образ Мадонны с живописных полотен. Несколько слов о стильных аксессуарах. Длинные кожаные перчатки здесь отлично подобраны по тону к наряду и хорошо комбинируются с жакетами, платьями или пальто. Есть в линейке теплые балаклавы, шарфы, которые просто незаменимы в зимние холода. Но самые уникальные и атмосферные – огромные объемные шапки крупной вязки. Они по размеру явно больше, чем головы девушек, и такие забавные. Кто решил уйти от шаблонов, может смело добавить подобный аксессуар в свой модный гардероб. Смотрим, удивляемся, обсуждаем. Мне очень хочется услышать ваше мнение, друзья. Если видео понравилось, ставим пальчик вверх. Всем красоты и совершенства. Только позитивных эмоций и яркого, солнечного настроения.